Я очень часто сижу в тишине старого спортивного зала, где пахнет потом, пылью и покоем. Ко мне часто приходят с вопросами, которые звучат как звон монет. В пустой чаше, порой очень громко, но без настоящей ценности. Мои ученики спрашивают меня о просветлении, как будто это вещь, которую можно найти на дороге, где-то подобрать или купить. И тогда я вспоминаю одну старую, мудрую притчу. Однажды один молодой пылкий монах, измученный поисками, пришел к мастеру. «Учитель», — сказал он, едва сдерживая свое нетерпение, — «какой путь ведет к просветлению? И что я должен для этого делать? Думать или постигать?» Мастер, не спеша, выйдя из своей медитации, приоткрыл глаза, повернулся к нему, но не стал говорить о священных текстах или долгих медитациях. Вместо этого он спокойно сказал: «Иди и вымой свою чашу для подаяний. Мой ее очень тщательно, вытри насухо, поставь на место. И когда ты в совершенстве познаешь суть этого действия, ты достигнешь того, чего ищешь». Ученик замер, ожидая продолжения, тайной мантры, сложного указания, какой-то важной инструкции. Но мастер уже закрыл свои глаза и погрузился в свое внутреннее безмолвие. И весь смысл этого коана был сокрыт не в новых знаниях, а в полном погружении, в простое действие. Здесь и сейчас. Не в чашке, как в предмете, а в акте ее мытья. Потому что просветление, оно не где-то там, в далекой цели, а в абсолютно полной тишине самого обычного действия. Когда между делающим и его действием и предметом не остается ни малейшей щели. Вот и весь секрет. Ответ мастера – это не ответ. Ответ мастера – это зеркало. В нем виден вопрос, задавший его ум и вся Вселенная, которая помещается в одну вымытую чашу. А весь смысл, он не в словах. Смысл всегда в наших действиях и поступках. Сознание человека – это неизвестное. Хоть это слово всем очень известное. По своей сути во всем узнаваемое, но с помощью слов непознаваемое. Мудрый сознание внутри созерцает. Он мантру «Я есть» про себя повторяет. Кто с верою в сердце к Богу идет, тот знание истин приобретет. Каждый из нас время от времени употребляет слова. Много разных слов. Я знаю, я понимаю, мое сознание, я осознаю. И эти слова формируют наше восприятие мира. Восприятие, в котором мы живем все как рыбы в воде. И оно, это восприятие, это самая близкая нам реальность, доступная нам с помощью наших органов чувств. Единственное, в котором мы абсолютно уверены. Я существую, потому что я вижу, я ощущаю, я чувствую, я думаю. Но если спросить себя, а что же оно такое? Что такое это сознание? И попытаться его понять, увидеть, измерить, представить, как некий образ или какой-то объект, то ничего не получится. Потому что это все равно, что укусить свои собственные зубы. Оно как бы есть, и в то же время его нет. Его невозможно понять или построить какую-либо мысленную конструкцию, чтобы осознать, что это такое есть на самом деле. Сознание. Что это? То, что на самом деле для нас самое знакомое, оказывается для нас самым незнакомым.
И это величайший парадокс нашего мышления и нашего сознания. Мы знаем его работу, мысли, страхи, наши сны, но мы не знаем его лица. И это наша первая дверь. Дверь, что открывается в неизвестное, в нечто абстрактное, в то, что можно назвать, но нельзя понять или охватить своим умом. Это просто невозможно. Вечность, бесконечность, Бог, абсолют, сознание – все это просто слова. Но на самом деле они не отражают истинной сути никаких явлений. Все это просто описание и способ говорить. Каждый раз, когда мы сталкиваемся с этими словами, есть только два способа их понять. Первый – это пережить, ощутить, почувствовать. А второй – это описать. Но описание, что опирается на абстрактную пустоту, не имеет силы, потому что в ней нет знания. Есть только наши мысли, наши убеждения или наша вера. И вся правда заключается лишь в том, что мы можем верить. Мы можем верить во что угодно, порой потакая своим собственным эмоциям, надеждам, страхам. Но вера – это не знание. Знание – это всегда непосредственный чувственный или физический, субъективный эмпирический опыт. А вера – это только убеждение. И если знаний нет, то что бы вы себе ни говорили, что бы вы ни думали или не представляли, все это лишь фантазии. Сознание. Наше сознание на самом деле узнаваемо во всем. Оно тот самый свет, в котором проявляется вкус, цвет, обоняние, звук, боль утраты, чувство потери или красота заката. Без этого света, света нашего сознания, ничего не существует. Абсолютно ничего. И смерть человека является прямым доказательством этому явлению. В каждом переживании мы косвенно касаемся его края. Как глаз, который видит весь мир, но самого себя не видит никогда. Конечно, можно попробовать описать его словами. Но истинная суть сознания, его ощущения всегда от нас ускользает. Слова, слова, слова. Слова – это просто ярлыки, шаблоны, стереотипы. Стереотипы нашего ума. А ум – это лишь содержание нашего сознания. Попытка описать сознание словами – это все равно, что пытаться поймать рыбака той же самой сетью, которую он раскидывает, чтобы ловить рыбу. И все это абсолютно бесполезное занятие. Слова описывают картину мира, но к реальности, которая лежит за гранью нашего понимания, они не имеют никакого отношения. Они бессильны описать холст и свет, в котором проявляется картина нашего прекрасного мира. Именно поэтому мудрый человек перестает философствовать, перестает рассуждать об этом явлении и оставляет все эти попытки. Просто рассуждать или философствовать ни к чему не ведет. Все это просто пустые разговоры, мысли, что крутятся в нашей голове и бегают, как паровозики по кругу. Мудрый человек перестает смотреть вовне, в книги, в учения, в религии, в споры, в догмы, постулаты, священные тексты, сознание, Бог, Вселенная, вечность, бесконечность, жизнь, смерть. На все на это. Все это просто болтовня ума. Мудрый обращает свой взор внутрь самого себя. Именно там, внутри самого себя, он начинает искать не объекты, не картинки, не чувства, не ощущения. Он ищет свое сознание в своем собственном сознании. Он начинает искать ищущего,
того, кто на все на это смотрит. Он начинает искать своим сознанием самого себя. И это невозможно описать словами или понять. Это можно только осуществить. Осуществить своим собственным действием или поступком, просто заглянув внутрь себя. Каждый, кто мудр, находит свою собственную мантру. Самую простую мантру, свое собственное заклинание. И оно не в книгах, оно не в мыслях, оно в тишине между нашими мыслями. Это мантра «Я есть». Это заклинание «Я существую». Это вопрос «Кто я?». Это не мысль, это наше внутреннее ощущение, это чистое присутствие. Оно было всегда. Оно было с нами всегда, до того, как нам дали имя, а потом назвали отцом, сыном, братом, матерью, сестрой, неудачником, ну или царем. Это тот фундамент, на котором построена вся наша история. История всего человечества. Мудрый человек отбрасывает все определения, все слова, все мысли и просто удерживает свое внимание. Удерживает свое внимание именно на этом фундаменте. На простом, ничем не окрашенном чувстве. Я есть. Я существую. Это и есть созерцание. Это созерцание самого себя. Когда наше сознание созерцает свое собственное сознание. И когда человек так делает, именно в этот момент жизненный путь человека, что занялся поиском ответа на этот самый главный вопрос своей жизни, жизнь открывает двери. Она открывает дверь в неизвестное, и жить становится гораздо интереснее. Каждый из нас в этой жизни к чему-то стремится. Куда-то идет. Но очень мало тех, кто идет с верою в сердце, идет к Богу, идет к своему сознанию. И это не слепое следование, это не вера, а это состояние глубокого доверия и устремленности к первоисточнику, к причине всего сущего. Бог — это не старец на троне, это синоним самой реальности, предельной истины, той простой истины, что находится в сердце, каждого из нас. Я есть. И именно в этот момент, когда ты в поиске ответов, ты понимаешь, что происходит. Что происходит с тобой на самом деле. Твой путь внутрь себя, к «я есть», к самому себе, и путь к Богу становится одним путем. И это на самом деле одно и то же. Потому что, углубляясь в источник своего бытия, ты обнаруживаешь, что ты и есть это бытие, которое не ограничено твоей кожей или твоим телом, но оно едино с бытием всего сущего, всего того, что тебя окружает. Ты всегда был здесь. Ты всегда был здесь и сейчас. И Бог всегда был здесь и сейчас. Не снаружи, не внутри, а везде. Всегда. С тобой. Со всеми. Когда индивидуальная капля сознания «я есть» начинает ощущать вкус океана, который в древних текстах называют «я есмь сущий», это не горделивое заявление.
Это смиренное узнавание. Узнавание самого себя. Узнавание света истины и обретение этой истины внутри самого себя. Не как какой-то идеи, а как живого пламени внутреннего огня. Живого пламени твоего собственного, эмпирического, субъективного знания. А мои стихи это кааны, старого мастера дзен, который сидит в старом спортзале и нюхает пот. И самый короткий путь и кратчайший путь к самому себе, домой и к Богу. Туда, куда стремится мое сердце. А к чему стремится ваше сердце, я не знаю. Задумайтесь. Просто осознайте парадокс. Наше «я» — это величайшая тайна. И все, что нужно сделать, это отвернуться от слов. Искать умные слова или описания, искать не описания или умные речи. Перестать философствовать, перестать болтать, перестать мыслить и начать искать саму реальность. Там, глубоко, внутри самого себя. Идти внутрь самого себя. И это единственное верное направление – заглянуть вглубь себя, туда, в тишину, в глубину своего собственного сердца и начать медитировать в тишине, тихонечко, спокойненько, с закрытыми глазками и утвердиться в своем собственном бытии. Держаться за это внутреннее ощущение «я есть», «я существую», «я есть сущий», «кто я», которое было всегда. Оно было всегда, до всех наших мыслей, эмоций, чувств, ощущений. И чтобы познать это единство, этот источник самого себя, все, что нужно было сделать, это просто смотреть в самого себя. А теперь я расскажу вам очень простой и на первый взгляд очень простой секрет. И это вовсе никакое не упражнение. Это техника воина. Сядьте где-нибудь в тишине. Выпрямите спинку. Успокойте свое дыхание. И наблюдайте за мыслями, как за облаками, которые плывут по небу. Не цепляйтесь за эти облака. Просто станьте наблюдателем. Утихомирьте поверхность своего озера ума. Наблюдайте за бегающими паровозиками, мыслями в вашей голове. А затем из этой тишины задайте себе вопрос беззвучно. Направьте его не в голову, а в самую суть самого себя, в самую суть своего сердца, того, кто чувствует. Спросите себя, кто я? Не принимайте словесных ответов. Человек, душа. Все это ярлыки. Отбросьте их. За вопросом должно прийти не слово, а ваше собственное внутреннее ощущение. Направьте свое внимание на самого вопрошающего. И из этого вопроса всегда рождается утверждение «Я есть». Почувствуйте внутри себя, что стоит за этими словами. Это голое чувство. Это голое чувство нашего собственного существования. Здесь и сейчас. Ты не то и не это. Ты не имя.
Ты не профессия, ты не статус, ты не человек, ты просто есть. Удерживай это. И если ум уводит тебя, мягко вернись. Кто я? Когда практика станет очень глубокой, произойдет сдвиг. Рано или поздно он всегда происходит. И личное «я есть» начнет терять свои границы. В нем проступит бесконечность. Я это называю дыхание вечности. Внутренняя тишина и покой. И это уже не просто твое маленькое «я», а это универсальное, максимально расширенное бытие. «Я есть» может смениться на великое «Я есмь». Делай это не по 20 минут в день. Сделай это своей внутренней позой. Вспоминай это всегда. В суете, в общественном транспорте, на работе, среди дел, среди людей, в разговоре. Кто сейчас это слышит, то, что я говорю? Кто сейчас это воспринимает? И кто сейчас говорит? И тогда путь созерцания станет путем жизни. Запомните, ваше сознание и Бог, и ваше глубинное «Я» познаются одним и тем же способом. Не через изучение, не через книжки и чтение, а через узнавание. Это ощущение и чувство, это не вера или убеждение. Это прямое, непосредственное, чистое знание. Слова – это только карта. Они не территория. Вера – это только доверие. Доверие, что территория существует. А практика – это шаг на эту территорию. Без практики не будет ничего. Будет только простая философская болтовня. И только тот, кто делает шаг внутрь самого себя, в свое собственное сердце, туда, где исчезают все слова и все границы, начинает осознавать сияющую, безмолвную реальность. Я есть. Я есть сущий. Спросите себя, кто вы? Ну, а на этом сегодня все. Продолжение следует. Ну, а если стало интересно, то инструкции и подробное описание там, в закрепленных комментариях. Ставь лайк и подписывайся, если понравилось. А напоследок я хочу всем сказать. В словах силы нет. Сила всегда в знании. А знание – это всегда эмпирический опыт, который каждый из нас получает только тогда, когда он сам что-то делает, а не говорит и философствует об этом. Потому что просто болтать ни к чему не приводит. Говорить можно сколько угодно, но до истины можно добраться только с помощью действий и поступков. Можно сколько угодно искать Бога, высший разум, истину, грядущего царя или аватара Калки. Но гораздо проще найти самого себя.